Привет, друзья! Сегодня я собрал самые обсуждаемые последние новости, которые прямо влияют на Европу и Германию. Польша сообщает о случаях полетов беспилотников на сотни километров вглубь страны. В Берлине обсуждают новую реформу. Теперь даже за ошибку искусственного интеллекта производители будут отвечать кошельком. В Германии растет недовольство граждан и падает доверие к власти канцлера Фридриха Мерца. Один из депутатов альтернативы для Германии лишен Бундестагом иммунитета, а число банкротств компаний в Германии достигло рекордного уровня за 10 лет. И на фоне этого амбициозный проект Volkswagen по собственным аккумуляторам. Все эти последние события я разберу подробно, а вы уже по ходу расскажите, что думаете. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски последних новостей Германии и Европы. Итак, в Польше сегодня введен запрет на полеты в небе вдоль восточной границы страны, на границах с Беларусью и Украиной. Это произошло после сообщения о пролетах десятков дронов в воздушное пространство Польши. Государственная авиационная служба Польши объявила о создании воздушной зоны с ограничением до 9 декабря. Днем туда допускаются только пилотируемые самолеты с заранее согласованным планом полета и связью с властями. Ночью только военные. Гражданским дронам полеты запрещены круглосуточно. По данным Варшавы, в ночь на среду зафиксировано по меньшей мере 19 дронов, 3 из которых были перехвачены. Некоторые дроны долетели до центра страны и даже до побережья Балтийского моря за сотни километров от границы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это является серьезным вызовом для национальной безопасности. По его словам, подобные инциденты не могут восприниматься как случайность. Также власти страны обратились к НАТО и Организации Объединенных Наций за консультациями и поддержкой. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц ХДС отметил, что такие инциденты с воздушным пространством НАТО являются серьезным сигналом. Цитата: «Это новое качество угрозы, с которой Европа должна справляться». И это еще не все. В Германии готовится серьезная реформа закона о продуктовой ответственности, в том числе в отношении программного обеспечения и искусственного интеллекта. Федеральное министерство юстиции намерено расширить правовые нормы так, чтобы производители несли ответственность за ущерб, вызванный ошибками в программном обеспечении, обновлениями или сбоями в работе системы искусственного интеллекта. Министр юстиции Штефан Кубик подчеркнула, если программа, загруженная в автономные автомобили или применяемая в цифровых услугах, создаст опасность из-за ошибок, потребитель должен иметь возможность требовать компенсацию. Исключение сделано для свободного программного обеспечения Open Source, которое не применяется в коммерческой деятельности. Еще одна новинка – это компании и импортеры будут отвечать за продукты, даже если производитель находится за пределами Европейского Союза и его трудно привлечь к ответственности. Операторы онлайн-платформ могут нести ответственность, если пользователь считает, что товар предоставлен под контролем платформы. План также предусматривает облегченную процедуру предъявления претензий. При доказанном дефекте продукта связь между дефектом и наступившим ущербом будет предполагаться. Потребитель может требовать раскрыть доказательства со стороны производителя. Эти изменения призваны привести немецкое законодательство в соответствие с новой директивой Европейского Союза по продуктовой ответственности, которая уже вступила в силу на уровне всего Европейского Союза, а Германия обязана ее имплементировать до декабря 2026 года. И еще одна интересная новость о жизни в Германии. В Германии усиливается беспокойство среди жителей о том, что общество и власть движутся в неверном направлении, хотя многие при этом говорят, что личная жизнь у них устроена вполне удовлетворительно. Опросы показывают, большая часть населения недовольна состоянием страны, то есть экономикой, политикой, влиянием элит, социальной справедливостью. Люди считают, что общие условия ухудшаются. Но парадокс в том, что многие из этих же людей удовлетворены своей собственной ситуацией, своим доходом, здоровьем, работой. Они говорят, цитата: «Мне лично пока все вроде нормально, но в стране дела плохи». Этот разрыв между чувствами личного благополучия и восприятием положения в стране создает ощущение кризиса доверия к власти. Канцлер Фридрих Мерц и коалиционное правительство сейчас ощущают давление на себе. Граждане ждут большей определенности, мер, которые реально ощутимы, снижения цен, стабильности, справедливости. Многие критикуют, что реформы идут медленно, что обещания есть, а конкретных результатов мало. Такое настроение служит сигналом, если власть не будет отвечать ожиданиям хотя бы на уровне повседневной жизни, недовольство может усиливаться. Люди хотят, чтобы им не просто говорили, что все будет лучше, а чтобы видели реальные изменения уже сегодня.
А дальше важная новость Германии. В Германии Бундестаг лишил депутатского иммунитета Максимилиана Краха, члена партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Это значит, что против него теперь могут вести полноценное расследование и проводить обыски. Генеральная прокуратура Дрездена проверяет Краха по делам, связанным с коррупцией и возможным отмыванием денег. Сам депутат все обвинения отрицает. Ранее один из бывших сотрудников Краха оказался замешанным в шпионском деле. Его обвиняют в передаче конфиденциальной информации в Китай и наблюдении за оппозиционерами, живущими в Германии. Крах привлекается к этому делу как свидетель. Решение о снятии иммунитета было принято большинством голосов без длительных обсуждений в Бундестаге и поддержано всеми парламентскими фракциями. Это подчеркивает серьезность ситуации и стремление власти к прозрачности расследования. Сейчас внимание общественности приковано к дальнейшему развитию дела, которое может сказаться на карьере Краха и репутации партии «Альтернатива для Германии». А теперь новость, которая вызывает обеспокоенность. В Германии число банкротств компаний достигло рекордных за последние 10 лет. В июне 2025 года в Германии было зафиксировано, внимание, 1957 случаев банкротств компаний, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. По данным Федерального статистического управления, это на 18,4% больше по сравнению с июнем 2024 года. В первой половине 2025 года обанкротилось около 12 тысяч предприятий, что на 12,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Эксперты связывают этот рост с продолжающимся экономическим кризисом, который длится уже 2 года. Многие предприятия испытывают проблемы с ликвидностью, что приводит к увеличению числа банкротств. Особенно сильно пострадали малые и средние предприятия, а также сфера услуг, включая гостиничный и ресторанный бизнес. В результате банкротств в первой половине года совокупные потери для экономики Германии составили примерно 33,4 миллиарда евро, что на 3,7 миллиарда евро больше, чем за тот же период в 2024 году. Кроме того, около 141 тысячи человек потеряли работу из-за закрытия предприятий, что также является значительным увеличением по сравнению с предыдущим годом. Аналитики предупреждают, что экономическая ситуация остается нестабильной, и вторая половина 2025 года может принести новые вызовы для немецкой экономики. Ожидается, что число банкротств продолжит расти, если не будут предприняты эффективные меры по поддержке бизнеса и стимулированию экономического роста. И это еще не все. Компания Volkswagen начала амбициозный проект по созданию собственного производства аккумуляторов для электромобилей в Зальцгитере. Этот шаг направлен на снижение зависимости от китайских поставок и укрепление позиций на рынке электромобилей. Проект реализуется через дочернюю компанию PowerCo, которая занимается разработкой и производством аккумуляторов. В Зальцгитере строится первая в Германии фабрика по производству аккумуляторных ячеек, которая будет выпускать унифицированные батареи, предназначенные для различных моделей Volkswagen. Запуск серийного производства намечен на 2025 год. Однако, несмотря на усилия Volkswagen, компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей, таких как CATL, которые уже занимают лидирующие позиции на мировом рынке аккумуляторов. Для укрепления своих позиций Volkswagen сотрудничает с китайской компанией Gotian High-Tech, которая является одним из крупнейших производителей аккумуляторов в Китае. В рамках сотрудничества Volkswagen и Gotian High-Tech планируют совместное производство аккумуляторов в том же Зальцгитере. Это партнерство позволит Volkswagen получить доступ к передовым технологиям и повысить конкурентоспособность своей продукции. Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Volkswagen, компания уверена в успехе своего проекта и стремится стать независимым игроком на рынке аккумуляторов для электромобилей. Успешная реализация проекта в Зальцгитере может стать важным шагом в стратегии Volkswagen по переходу на электромобили и укреплению позиций на мировом рынке. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.